Отличный день, потому что закончились студенческие экзамены. Сессия закончилась, поэтому можно больше внимания уделять нашим пациентам. Сегодня поговорим об очень интересной теме, о храпе и синдроме ночного апноэ. Что это такое? Ну, для начала мы должны понимать, что это все нарушение дыхания. С чем связано нарушение дыхания? Нарушение дыхания связаны с нарушением прохождения воздуха через глотку. В глотке у нас имеется язык, небные дуги, миндалины и небный так называемый язычок. Если у человека избыточный вес, все эти структуры буквально набиты жировой тканью. И это приводит к уменьшению размеров глотки. Кроме того, значительные жировые отложения имеются в области мягких тканей шеи и вокруг глотки. Это тоже приводит к сужению глоточной щели. Именно прохождение воздуха через глоточную щель и вызывает характерный звук для храпа. Во сне все тонусы наших мышц снижены. И в частности снижены тонус глоточных мышц. Когда он снижается, то возникают больше условий для того, чтобы сужалось глоточное пространство. Это и происходит во время сна. И когда оно достаточно, возникает просто храп. Это уже симптомчик. А не связан ли этот симптом с избыточным весом? Ну и когда избыточный вес больше 40, у наших 60% пациентов имеется синдром ночного апноэ. Что такое апноэ? Апноэ это нарушение дыхания, то есть отсутствие дыхания. И это возникает как раз вследствие того, что воздух не проходит через глоточное пространство. Когда кислородное голодание достигает высокого уровня, организм пробуждается и человек делает глубокий вдох. Сонное апноэ таково, что эпизоды его в тяжелых случаях могут повторяться за ночь до 500 раз. Это жизнеугрожающее состояние. И это уж точно то состояние, которое требует обратиться за помощью к бариатрическому хирургу.